Ну, несколько слов, в каких конкурсах, в каких городах вы получили такие замечательные награды, которые нам представлены и в медалях, и в дипломах, и в кубках. Да, вот расскажите несколько слов, какие вообще для вас знаменательные. За 3 года вообще у парней по 20 и больше даже конкурсов. То есть они выступали... 20 конкурсов в год? Нет, за 3 года, но это очень много. Это я не все конкурсы назвала, самые значимые. Это всероссийские, региональные, областные, открытые городские, международные. Это вот постольку у них... Какие вам запомнились? Какие вам запомнились? Оренбург. Оренбург запомнился. Еще Медногорск запомнился? Да. Медногорск запомнился. Еще что? Ну, конечно, далеко у нас нет возможности выехать, поэтому, когда к нам приезжают большие конкурсы, значит, мы обязательно принимаем участие. Ага. То есть, если проходят здесь... Если здесь, Медногорск, Оренбург, мы вообще как будто вот там живем. В Челябинске еще не были, да? В Челябинске нет, но собираемся. Собираемся на шкатулку, уральскую сказку, может быть. Да, и уральская сказка. А вот и наш диплом здесь есть. У вас мы как были в мне гостях. Приятно. Дуэт «Бравые ребята» был у нас в гостях и попал в команду. Какую команду? Команду артистов «Звезды Южного Урала». Звезды Южного Урала. Это, правда, маленькие еще звездочки, но звездочки. А еще я узнала, что, оказывается, в новом году, 2020, вы стали участниками Кремлевской елки. Да. И всего 5 человек из нашего города или области? Нет, Восточного Оренбуржья. Из Восточного Оренбуржья были представлены в Кремле на этой елке. Это правда? Да. Вот я увидела такой билет. Общероссийская новогодняя елка. Кто, Оксана Николаевна, предоставила ребятам такую возможность в составе всего 5 человек от Восточного Оренбуржья побывать на Кремлевской елке? Так как они стали у нас победителями конкурса «Молодые дарования Оренбуржья», как раз таки вот были награждены такой поездкой. Награждены поездкой Министерством культуры Оренбуржья, да? И вот диплом, который мы вам показывали. В дипломе написано «Молодые дарования Оренбуржья». И вот благодаря вот этому Министерству нашей культуры Оренбургской области ребятки побывали. Понравилось вам там? Да, конечно. Очень понравилось. Сколько дней вы были в Москве? 5 дней. И что вам удалось посмотреть? Кремлевскую елку, Кремль, показывали экскурсии. Экскурсии. Где вы жили? Мы жили на 23-м этаже в отеле. Измайлово, да? В отеле Измайлово жили вы. И кто с вами был? Кто вас сопровождал? Нас сопровождала С Оренбурга, да. А? Ольга Представители Александровна. с министерства. Министерство культуры. А родители тоже были? Нет, не были, мы только одни были. Ваша команда. Сколько в команде вас было человек? 5. 5 человек в Восточное Оренбуржье сопровождающим отправились в такое необыкновенное сказочное путешествие. Понравилась новогодняя Да. Москва? Очень. Очень понравилось. Ну, а теперь я хочу, чтобы вы еще что-то исполнили для наших телезрителей.
замечательно, молодцы. Ведь в нашем городе живут столько разных народов и национальностей. И прекрасно у каждого музыка. И костюмы национальные. Поэтому я называю нас уральский народ. Потому что мы здесь и русские, и татары, и казахи, и немцы, и эстонцы даже. Столько народов проживает, что вы еще и национальную музыку представляете. Ну а еще, что вы нам приготовили? Молния. Молния. Это что такое? Это просто музыкальное какое-то произведение музыкальное? Или это, так сказать, Произведение. Как кто автор? Бажилин. Бажилин, да? Оно какое? Просто слушается как музыкальное произведение. Вот сейчас ребята попытаются изобразить молнию. Молнии. С помощью балалайчика, дорогие телезрители, и баяна мы попытаемся вас напугать. Вы приготовитесь. Называется это произведение «Молнии». Молния в гром перешла, наверное. Она была, мне кажется, маленькая, пушистая, шаровая. Крутилась, потом надоела ей, она все взорвалась. Правильно? Да. Я правильно поняла ваше произведение? Какие у вас планы, Оксана Николаевна? Что вы планируете? Какие произведения подготовить еще? И где можно увидеть ваше выступление? Ну, в первую очередь, увидеть, конечно, на концертах. У нас очень часто, не только городских, но и в школе у нас очень часто проходят концерты. Концерты. Да, у нас есть замечательная площадка рядом, библиотека юношеская. В юношеской библиотеке везде, где нас приглашают, мы обязательно выступаем. Ну и, конечно же, к юбилею мы готовимся к победе. К юбилею Победы. А мне бы вот хотелось еще не расставаться, поскольку я всегда говорю, талантам надо помогать, бездарности пробьются сами. Поэтому мне бы хотелось, раз растет у нас баян, почти гармошечка и балалаечка, увидеть вас еще в костюмах, увидеть ваши костюмы, чтобы это действительно было видно, какую культуру, какого народа вы представляете. Может такая возможность получиться, да? Мы сможем вас увидеть в ваших костюмах, изготовленных руками вашей мамы, ваших мам, да? Сможем, да? Поэтому я и не буду прощаться с таким замечательным дуэтом, потому что вы наша смена. На «Играй гармонии» вы уже выступали, и выступите еще не раз, я думаю. Вот, потому что мы будем вас приглашать обязательно. А и подготовить уже выступление с костюмами. Договорились? Да. Договорились. Вам понравилось у нас здесь у камина? Конечно. Понравилось. А вот теперь ваше пожелание тем деткам, которые смотрят телевизор сейчас на телеканале «Евразия» и думают, в какой же кружок им записаться? В футбол, в хоккей или взять в руки балалаечку и баян? Ваш совет? Я посоветовала бы пойти в музыкальную школу номер 2. Там самые добродушные, доброжелательные, добрые, радостные учителя. То есть в школу номер 2 искусств вас приглашают, где встретят такие педагоги, как вот Оксана Николаевна Степанец, которая дружит с нами и откликнулась на нашу просьбу показать вас горожанам. А вот твое пожелание? Я хочу, чтобы вы желали своим родителям только хорошего, чтобы у вас было много счастья, здоровья и любви к родителям. Ага, замечательное пожелание. Надо любить своих родителей. А они из вас уже сделают и балалайчника, и баяниста. Потому что, дорогие мамы и папы, всегда рядом, пока вы растете. Но мне остается только
попрощаться с вами, поблагодарить Оксану Николаевну, Илью и Данила за такой замечательный дуэт «Бравые ребята», с которыми мы с вами познакомились на сегодняшней встрече у камина. Всего доброго, до свидания.